В этом выпуске мы покидаем горнолыжный курорт Аули и отправляемся уже в сторону Ришикеша. Нам будут открываться новые виды, новые дороги и новые населенные пункты. Мы на себе прочувствуем весь колорит гестхаусов в отдаленных районах. Грязненько, конечно, но отмоем. И рано утром совершим восхождение к храму Картикея, расположенного высоко в горах. Но не все будет таким радужным и безобидным. Впервые мы столкнемся с реальными опасностями и их последствиями. Одному из райдеров внезапно станет плохо по непонятным причинам. А на одной из горных троп один из нас улетит с обрыва вместе с мотоциклом. К чему это приведет, скоро узнаете. Так что заваривайте чаек, берите вкусняшки, прямо сейчас подпишитесь на канал и ткните в колокольчик, а мы начинаем. Второй мой рассвет в этом месте. Горы, прозрачный вкусный воздух и безмятежность. Думаете, к этому можно привыкнуть? Думаю, можно, ведь вся философия путешественника заключается в путешествии. И сегодня мы продолжим наше путешествие, несмотря на то, что мы, по сути, начинаем возвращаться к точке старта, городу Ришикешу. Пока мы завтракали, персонал отеля помогал нам с багажом, и это очень ценно. Вместе с Аджаем, хозяином отеля, мы еще раз повспоминали, каким крутым был вчерашний мотопрохват до Тибетского Нагорья. А после завтрака меня ждал сюрприз – журналист с местного телевидения, который приехал специально для того, чтобы узнать, что мы думаем о развитии туризма в Джошиматхе и Бадринате. Я же, в свою очередь, также немного проинтервьюировал Аджая, и он охотно поддержал мою инициативу. Ajay, we live now in the mountain ski resort. Where is the mountain base? Okay. Yeah, Oli is popular for Oli is India best ski destination, and India our slope is just 100 meter from here. Oh. So we have artificial snow making system. We have proper ski slope according to FIS norms. We have very beautiful slope. Have 180 Himalayan panoramic view also. And how many tracks and which kind? Red, blue, green, black? We have many slopes here. Black also for beginners also, for expert also. And here you can do, if you do ski here, so you can do ski at the higher point is there. That is called Gorson. Gorson, the height of Gorson is 4,000 meter, around 4,000 meters. So you do ski and see the Himalayan panoramic view. Ну, кстати, друзья, действительно, это очень интересно, потому что реально горы здесь очень высокие, очень крутые, перепад очень хороший. Я думаю, что есть смысл сюда приехать и на себе, так сказать, попробовать горнолыжную инфраструктуру, потому что 100% здесь со снегом все хорошо. I have been Sochi also during Olympic Games. Yeah. Sochi 2014. What do you think if compare Sochi and this region? What do you think? This is a new ski destination, as Sochi is quite popular. So we have many things to to build here. Big hotels, big resorts, infrastructure. The road, the connectivity, because we live very far from big cities and we have no helicopter or aeroplanes connectivity here. We have to build first, Yes, this is very important because we travel in these roads. Roads is very small and a lot of serpentines. I think the big start for massive tourism is big roads, autobahns, multistrada. I want to say you good luck with your mountain ski resort. Thank you very much for this kind accommodation. It was very interesting and was very kind. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you.
Но время неумолимо бежало, мотоциклы ждали нас на площадке, и по сути все было готово к отправлению. И тут я краем уха услышал русскую речь, и притом не от членов нашей команды. Это были парень и девушка, которые просто шли мимо. Приветствую, Сергей. Сергей. О, тезки. Сергей. Александра. Очень приятно. Александра, у вас акцент. Вы такое ощущение, что не из России. Да, я из Польши. О, ну, друзья, вы видите, Индия connecting people, как говорится. Сереж, ну, расскажите, мы-то, понятно, в мототуре находимся по Гималаям. А как вы здесь оказались и какова ваша задача, что вы здесь делаете? Путешествую. Просто путешествую. Порой даже не знаю, где я окажусь на следующий день. Например, здесь я оказался, даже не знал, что окажусь, и не знал об этом месте ничего, но встретил Александру. А, И то вот есть я вы здесь. не знакомы? До этого момента были незнакомы. Вот это интересно. Это может быть началом совершенно новой истории. Особенно после завершения Чардама. Да. Ну, расскажите тогда о ваших первых впечатлениях об Индии, об этом регионе. Что что ощущаете, что чувствуете? Только счастье повсюду, и радость, и умиротворенность. То, что и хотелось. Connection с всеми друзьями. Хорошего вам путешествия. Хорошего вам путешествия. Спасибо. До новых встреч. Спасибо. Смотрите нас на канале. И вас, кстати, тоже. Да. Пора и нам в путь. Первое из нашего утреннего ритуала – это заправка. Заправить такую большую мотоколонну – дело не быстрое. Впервые за несколько дней мы заправляемся. Это двигатель Шерпа. Сами понимаете, почему он так назван. Ест очень мало топлива, поэтому экономичен. На самом деле на него можно положиться, едем дальше. Теперь можно и вжарить. Большая часть сегодняшнего пути будет проходить вот по таким асфальтовым высокогорным дорогам. Покрытие хорошее, поворотов много, и это значит, что можно будет поработать лапкой переключения скоростей, сцепой и ручкой газа. Прям то, что доктор прописал. Итак, мы движемся в сторону города Гопешвар. Наш путь проходит вдоль реки Алакнанда, которая течет по ущелью внизу. Дорога позволяет получить максимум удовольствия от управления мотоциклом. И покрутить рулем на поворотах, и газануть на прямиках с хорошей дорогой, и немного поиндурить на ремонтных участках. Близ населенного пункта Чемоле мы пересекаем реку и уходим снова в горы с набором высоты. Через некоторое время нам попался вот такой живописный мост, и он стал шикарным спотом для FPV-пролетов. На солнце было достаточно жарко, и снимать с себя уже было нечего. Хотелось повыше в горы, там попрохладнее. Посыл отправлен, ответ получен. Наша дорога серпантинами пошла вверх, и следующий участок дороги словно манна небесная. Вот как такое возможно? Это Гималаи, место силы.
Сначала мы проезжаем под природным душем, и это было очень круто и запоминающе. Немного охладившись, мы выезжаем на дорогу мечты. Едем по живописнейшим местам, в тени хвойного леса. Дорога с поворотами, покрытие отличное. Но к каждой сладости положена ложка дегтя, и нам она тоже досталась. Внезапно одному из нас ни с того ни с сего стало плохо. Роберт пожаловался на то, что у него онемели руки и общее состояние стало очень слабым. Из аптечки достали необходимые лекарства, размяли кисти рук и дали отдохнуть в горизонтальном виде. Что это было, непонятно. Но хвала Всевышнему, через 30-40 минут ему стало лучше, и мы вновь в полном составе продолжили свой путь. Дальше у нас было два варианта. Один попроще, по сути это такой же асфальт невысоко в горах и более высотный маршрут с дорогой поуже и по ухабисе, да еще и с проездом через пешеходный мост. Конечно же, мы большинством голосов выбрали второй вариант и отправились навстречу приключениям. И они себя долго ждать не заставили. Как и было обещано, дорога стала и уже, и хуже. Больше всего напрягало то, что не было ограждений на опасных участках. И учитывая тот факт, что ты ехал по краю почти отвесной горы, это было и страшно, и опасно. Особенно, когда приходилось разъезжаться встречными автомобилями. И твоя полоса как раз была со стороны обрыва. И порой приходилось останавливаться, ставить ногу, а в 10 сантиметрах от твоего ботинка начинался обрыв, от которого захватывало дух. И тут невольно вспоминалось главное правило мотоциклизма. Куда смотришь, туда едешь. Куда смотришь, туда едешь. И оно повторялось как мантра. После всех этих испытаний нам предстояло главное – проехаться по пешеходному мосту. Вы спросите, что тут страшного? Тут ничего. По сути, несколько сложным был съезд на мост, а вот сам проезд не таким уж и страшным. Хотя листы железа под колесами гремели так, что казалось, что они могут из-под колеса вылететь и мотоцикл провалится в пропасть. Основная опасность же была впереди, так как на этой тропе нужно было развернуть мотоцикл на 90 градусов в очень ограниченном пространстве. Наверное, продвинутые эндуристы сделали бы разворот с буксом заднего колеса и легко с этим справились. Но наши мотоциклы были и тяжелее, и больше, и главное, мы не были так хорошо проскилованы. По очереди все райдеры подъезжали к месту разворота, каждому закидывали зад мотоцикла и далее аккуратно поднимались наверх. Но, как оказалось, опасность была не здесь, а в зоне ожидания. Один из нас подъехал, ожидая свой черед на штурм дерева, и по каким-то причинам не удержался в седле и начал заваливаться направо. Что, где болит? Руки, ноги целые?
Слава богу, что это случилось именно здесь. Ведь до этого мы проезжали более опасные обрывы, и там бы точно все могло закончиться фатально. Айдара расспросили, что болит. Аккуратно перевернули, осмотрели на предмет видимых переломов. Он пожаловался на коленку и спину. Воспроизведя произошедшее, стало понятно, что он не зафиксировал мотоцикл на скорости, и он немного покатился назад, и когда Айдар попытался правой ногой зафиксироваться на склоне, нога соскочила с обрыва, и он вместе с мотоциклом рухнул вниз. Удар пришелся на спину и коленку. Потом кубарем через кусты покатился по склону и застрял в зарослях. Рюкзак, видимо, сыграл защитную роль, и, как выяснилось позднее, позвоночник был цел. Немного отойдя, находясь на адреналине, с помощью парней Айдар выбрался из кювета. О, здравствуйте еще раз. Я живой. Я живой. Так что день рождения 2 раза в один день получается. А так, в принципе, нормально. Ну, пытался взять ближе к краю и, видать, ногу вот дальше поставил. И земля ушла из-под ног. Ну да, прыгнул, чтобы он меня не накрыл. Я понял, что уже упаду, и просто спрыгнул с мотоцикла, и все. Да, кстати, у Айдара был сегодня день рождения, и это еще один нонсенс за сегодня. Мотоцикл также совместно подняли и вытащили на дорогу. Из явных повреждений у мотоцикла немного погнут руль и помят бак. Но ехать было можно. Вот эта техника. Еще раз убедились на примере, что Royal Enfield Himalayan очень живучий мотоцикл. Проехав немного, мы оказались в селении, где вовсю кипела жизнь. Мы остановились, чтобы купить овощи и фрукты на вечер. Да, еще нужно было попытаться купить какого-то алкоголя на вечер, пива или рома. Ну, так сказать, чтобы снять стресс после всего случившегося и заодно отпраздновать второй день рождения Айдара. Когда Айдар падал, я думал, это просто будет капец. Он с мотоцикла сиганул вниз, мотоцикл следом за ним упал. Я думал, если там сверху мотоцикл ляжет или, например, он там кувырком уйдет дальше, будет просто там трэш, поломается весь. Все пацаны испугались. Кто бросился сразу туда в яму, кто орал, ну, было очень так эмоционально. Слава богу, все обошлось, поэтому будем сегодня праздновать день рождения. У местных мы также вызывали не меньше интерес, как и сама деревня для нас. Когда я говорю, что индусы очень дружелюбные, так вот, постоянно к нам люди подходят, спрашивают, кто мы, где мы, почему мы в одинаковой форме. И вот давайте побеседуем с одним из местных жителей. Hello, what is your name? My name is Vinesh Pokhriyal, and I am a teacher from India. Yeah. Teacher. And Yeah. what teacher? What kind of teacher? Mathematics, literature? Drawing and painting, martial arts. Короче, я не понял, но учитель. Are you living here? Yeah. In this village? No. From Garsen. Is it far from here? Approximately 100 kilometers from far from here. What the people from this village making? The agriculture or? Yeah. Everything. Agriculture, jobs, army, defense, police, and other occupations like shopkeepers. Yeah. Okay. Yeah. Thank you very much. Good Thank luck. you very much. Закупив все необходимое, мы отправились дальше, но ехать оставалось уже совсем немного.
мы приехали в селение под названием Панди, которое располагалось на склоне и имело террасы, на которых выращивали сельскохозяйственные культуры местные аграрии. Мы поставили мотоциклы на парковку, разгрузили свои вещи и понесли их по своим домам. Сегодня нам были обещаны не люксовое размещение, так сказать, и на самом деле это правда. Сегодня у нас самое скромное размещение, ну и судя по запаху, это действительно самое скромное. Пойдемте посмотрим, так сказать, приглашаю вас на рум-тур. Наш подбитый именинник с трудом слез с мотоцикла и через боль делал шаги. Видимо, после того, как прошел болевой шок, все получившие травму места дали ему понять, что не так все гладко. И это нас сильно напугало. Мы под руки проводили Айдара до кровати и отправили гонца за доктором. В этом месте у нас было особенное жилье. Это несколько гестхаусов. Один гестхаус, в котором жило большинство народа, был одноэтажный и имел 6 номеров в ряд. А другой имел 3 этажа и находился напротив. Собственно, в него-то я и приглашаю вас на рум-тур. Первое. Посмотрите, какая большая кровать. Если вы заметили, что все кровати здесь двухспальные, это не потому, что я живу один. У моих друзей также кровати двухспальные. Видимо, в Индии не положено спать раздельно, даже если вы друзья или просто коллеги по работе. Ладно, если просто двое мото-друзей, так сказать, прошедших огонь и воду. А если вы приехали в командировку со своей коллегой, допустим, с главным бухгалтером, то тоже вам спать придется вместе. Это особенность местного, так сказать, менталитета. Интересная картина здесь нарисована. Видимо, ребята, когда планировали стройку, они эти бунгало видели так. Но в какой-то момент что-то пошло не так. Мы видим 2 прикроватные тумбочки. Почему-то на одной есть газета, а на другой нет. Что у нас тут читают? Непонятно. Ну, видимо, так, чтобы для интерьера. Мебель тоже есть, хоть и пластиковая, но все как бы есть. Полочка, и здесь даже есть вешалки, куда можно повесить свою немножко запылившуюся снарягу. Стоит кувшинчик с водой. Да, с водой. Интересно, если ее выпьешь, что с тобой будет. Ну и, собственно, святая святых, санузел. Радуют сразу 2 вещи. Первое, это бойлер, который уже греет нам горячую водичку, чтобы смыть пыль. А второе, это гигиенический душ. И это замечательно. Но вот что совершенно не радует, так это чистота, так сказать, мой до дыра. Зеркало, мне кажется, не мыли ни разу. Раковину мыли, но не по краям, а только лишь внутри. Мыла, естественно, нет. В общем, будем мыться своими принадлежностями. Да, деревенский колорит, ляпота. Как говорится, хорошо в деревне летом, пахнет сеном и говном. Честно скажу, это было самое простое жилье на маршруте. Отопления в комнатах, естественно, не было, и все говорило о том, что ночью будет холодно. Помимо этого, еще вызывал шок уровень чистоты, точнее ее отсутствие в санузле. Раковина, смеситель, зеркало было не то что не идеально чистым, даже прикасаться к этому было как-то брезгливо, хотя я совсем не брюзга. Понимая, что, скорее всего, и к постели могут возникнуть вопросы на предмет ее чистоты и смены после каждого гостя, я решил, что спать буду однозначно в термобелье, тем самым избегая прямого контакта с постельным бельем.
Ну и согреваясь. В душ я также отказался идти, хотя очень хотелось, по причине отсутствия горячей воды и того, что испачкаться там можно было больше, чем помыться. Но выбирать жилье не приходилось, и я ни в коем случае не жалуюсь. Я просто констатирую факты и даю представление всем тем, кто однажды захочет повторить наш путь. Но когда я стал обмениваться фоточками и видосиками со своими друзьями-гидами из Rus Moto Travel, которые в данный момент путешествовали на мотоциклах по Непалу, я понял, что у нас был просто 5-звездочный отель. Вот полюбуйтесь, что они мне прислали. Вот это настоящий жесткач. Такой вот у нас кухня. Здесь номера. Такой у нас номер. Это если что, здесь окон нету, здесь просто сетка. Кровать. Вот такая теплоизоляция из бутылок и из мешков сделана. Но не особо помогает, потому что это просто гофрированный металл. Собственно, здесь все умывальня. А тут туалет. Вот с таким видом мы и ночуем. Да, колоритненько, однако. Но, что ж, это и есть настоящий трушный байк-тревел. Да, друзья, это настоящая экзотика в самом что ни на есть экзотичном проявлении. Рассматривая окрестности, я видел множество надписей на домах вот с таким текстом: Home Accommodation, Comfortable Staying, что по сути означало жилье в наем. А интересно, зачем здесь нужно столько много жилья в наем? Здесь что, есть что посмотреть и куда пойти? Оказывается, есть. И об этом я скоро поведаю. Тем временем подъехал доктор и, осмотрев Айдара, вынес вердикт: сильный ушиб колена и ушиб позвоночника. Он сделал укол, наложил тугую повязку на колено и дал рекомендации каждый час разминать ногу, даже через сильную боль. Лех, Айболит приходил, коленку заморозил, все, пора идти бухать. Все клево. Теперь, немного выдохнув от всего, что с нами произошло за этот день, мы отправились на праздничный ужин в честь дня рождения Айдара. Именинник добирался до ресторации вот таким незатейливым способом. Мы заняли всю площадь этого кафе или ресторана. Хозяин готовил ужин. Сегодня нас, к удивлению, ждал на ужин не рис, а макароны, сдобренные какой-то луковой зажаркой. Еще были традиционные лепешки и отварные куриные яйца. А еще наш прозорливый Алексей Васильевич Эйнштейн прихватил 2 баночки настоящего деликатеса с родины. Конечно же, любая вегетарианская пища гораздо вкуснее, если взять с собой всего лишь пару баночек ветчины домашней. Из кролика. Эх, Василич, золотой ты человек наш! Сдобрив индийские макароны небольшой порцией кроличьей ветчины, мы налили по стаканчику местного то ли рома, то ли виски и начали поздравлять нашего горя-именинника. Этот день рождения ты запомнишь на всю свою жизнь, и потом, лет через 10, лежа на Лазурном берегу где-то в Ницце или в Каннах, трогая свой титановый протез, ты будешь думать: ах, как это было! Давай, брат, за не титановый протез! Ты себя проявил как боец, ты вот реально, то есть после таких падений человек обычно на мотоцикл, тяжело садится, и если он уже не сел, то потом завязывает с мотоциклизмом. Вот давай за тебя, за бойца, за твой такой бойцовский дух, да, оставайся таким же. Твой характер сегодня был налицо, поэтому всегда с мужчинами приятно иметь дело. Так что, друг мой,
Жму тебе крепко руку. Дай Бог, чтобы и дальше, и больше. Мы тебя очень любим. Несмотря на все произошедшее, нам все нравилось. Главное то, что мы совсем справились сообща и были все это время настоящей командой. Так и подошел этот день к своему завершению. Осталось только вернуть Айдара на кровать. По пути местный житель, увидев явно пострадавшего человека, решил также привнести свою врачевальческую лепту. После этого именинника уложили, теперь предстояло уснуть самим. И это было непросто. Главное было убедить себя, что в этой постели не подцепишь никаких клопов, и побороть холод. Утро для нас настало рано. Наспех собравшись, мы отправляемся на восхождение. Дело в том, что этот поселок является стартовой точкой маршрута к еще одной индуистской святыне. Именно поэтому тут расположено столько жилья, которого сдают посуточно. И сюда приезжают местные туристы, но и не местные, для того, чтобы совершить восхождение. Храм Картик-Свами находится на высоте около 3000 метров над уровнем моря, неподалеку от города Панди, в котором мы сегодня и ночевали. Этот храм посвящен Господу Картике, который является сыном Шивы и Парвати и считается богом света и победы. Храм имеет уникальное расположение и окружен живописными горами и густыми лесами. Путь к храму не такой сложный, как к вершине Чандра-Шила, но местами требует физических усилий и выносливости, что придает путешествию особую ценность и делает его запоминающимся. Многие паломники и туристы совершают этот путь, чтобы не только поклониться, но и насладиться красотой природы и атмосферой спокойствия, которую дарят Гималаи. Собственно, этим мы в данный момент и занимаемся. Че, Никитос, как твое свадебное путешествие проходит? Класс. Класс? Спортивно, диетически. Диетически? Да. С интересным контентом? Очень. Да. С падениями. Да. С полетами. Скоро с нервами. С переживаниями. Да. Ничего, еще 2 километра и придем. А вон, кстати, открывается вид на ледник. Смотри. 2 километра? Да, моему верному Никитосику было тяжеловато. А все потому, что кто-то слишком много ест. И, кстати, у него реально за пару дней до поездки случилась свадьба. И в свадебное путешествие он поехал со мной и видеокамерой. В общей сложности мы прошли, наверное, только половину. Тяжело подниматься по нескольким причинам. Потому что есть лишний вес и потому что на этих высотах воздух более разряженный. И тут устаешь гораздо быстрее. 2/3 пути пройдено, остался всего лишь километр. И здесь вот на промежуточной высоте расположен такой некий оазис, где ребята готовятся встречать гостей чаем, водичкой. Один почему-то, глядя на Никитоса, показал вот так вот, типа, не хочешь на дудочке поиграть? Ну, видимо, похож он на дудиста. Ну, в общем, мы пришли. Если первая часть пути проходила по дикой природе, то оставшаяся часть по благоустроенной лестнице. Все чаще мы останавливаемся, чтобы полюбоваться видами окрестностей в лучах восходящего солнца. На нашем пути возникают места с дарами и подношениями. А что же у нас подают, так сказать, в качестве подношений? Какие-то вот такие браслетики, какие-то карты со знаками для слепых, другие карты.
Это что? Шафран. Какие-то вот крышки из-под кефира. Расчесочки, пожалуйста, вот. Не надо тебе, Никитос, усы расчесать. Ну, в общем, что-то такое. Поднимаясь еще выше, выходим к большому монументу Картики с вами. Здесь случайно завязывается беседа с местной девушкой, которая приехала сюда из Калькутты. We trek here from 5:15 and we come here within half an hour and we love the place. Осталось совсем немного забраться по этим лесенкам наверх, и там Вадим нам даст ценнейшую информацию по поводу этой горы, что она означает, почему здесь расположены статуи божеств. В общем, пойдемте и все выясним. Да, мы пришли, и как воспитанные люди сообщаем хозяину о своих намерениях, позвонив в колокол. Да, друзья, отсюда открывается потрясающий вид на окрестности. Видны шапки ледников и маленькие деревушки в окрестности. Видно все. Горы, холмы, леса. Ну, полей здесь нет. Рисовые террасы. Место силы. Место красивых видов. А воздух здесь такой... Он очень вкусный, его хочется прям брать ложку, намазывать на хлеб и есть. Архитектура храма выполнена в традиционном индийском стиле, а внутреннее убранство наполнено символикой и изображениями божеств. Храм привлекает как местных жителей, так и туристов, и в течение года в нем проводятся различные фестивали и праздники. Помимо духовного значения, храм Картик с вами также известен своими чудесами и легендами, которые рассказывают о деяниях Господа Картики и его влиянии на жизни ему преданных. Для многих посетителей это место является источником вдохновения, умиротворения и сил для преодоления жизненных трудностей. Вот и мы, находясь здесь, любуемся невероятной панорамой и вдохновляемся. Сюда люди приходят для того, чтобы поклониться Картикее и обрести мир. Обрести мир внутри себя, мир, гармонию, баланс. Потому что неуравновешенный человек – это тот человек, который стремится к тому, чтобы доминировать, подавлять, разрушать, доказывать, нести себя и стараться, действуя таким образом, чтобы выделиться и в конечном итоге бороться, воевать, захватывать. Никакая война не может принести благополучие и мир, лишь разруху и страдания. И Картикея – это тот, кто помогает сохранять мир, поддерживать его. И ему поклоняются, еще раз повторюсь, для того, чтобы обрести мир внутри и, соответственно, снаружи. Вообще хочу сказать, что этот тур оказался насыщенным не только на предмет отличного разнопланового моторайдинга, но и с точки зрения мест силы и аутентичности. И по сути, посещая еще одну мощную паломническую локацию, мы точно понимаем, как мы расширили свой кругозор и стали духовно богаче. На этом предлагаю и закончить эту серию, но наш мототур продолжается, и впереди вас ждет уникальное место, в котором две реки Багирати и Алакнанда, сливаясь, образуют великую Гангу. И в этом знаковом месте купание считается священным ритуалом и весьма непростым аттракционом.
Нас ждет красивейшая дорога до Ришикеша, посещение пещеры, в которой жил великий Васиджха, один из 7 главных ведических мудрецов, а также посещение Битлз кафе, в котором можно съесть самый необычный веганский бургер. А еще мы отправимся на рафтинг по Великой Ганге и на себе прочувствуем, что, казалось бы, спокойная река может преподнести настоящие сюрпризы. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк за труды и обязательно напишите в комментариях, а вы бы хотели отправиться в Индию?